Варшаву одни ненавидят, другие обожают. Почему так и стоит ли сюда переезжать? В этом видео поделюсь личным опытом за год жизни здесь, поговорим о ценах, условиях жизни, атмосфере, районах, окрестностях и многом другом. А еще о местах и лайфхаках, которые вам точно не расскажут. Варшава – это про постоянное развитие, возможности, высотки и парки. Здесь уже живет почти 2 миллиона людей, и по прогнозу это количество будет только расти. Но точно ли этот город подходит для вас? Сейчас разберемся, какие плюсы и минусы скрывает жизнь польской столицы. Вообще, мы жили в Варшаве 2 раза. Месяц по приезду в Польшу под конец 2022 года, а потом пожили еще в 5 польских городах и решили сюда вернуться. В первый раз мы знали, что будем тут временно, поэтому выбрали квартиру в самом центре. Она была уютная, кстати, тихая, но не практичная для долгого проживания. Стоила вот столько. В этот раз мы уже были опытные и выбрали жилье на окраине. Нам в целом повезло и с ценой, и с владельцем, так как изначально мы еще арендовали на Airbnb, а в процессе договорились за гибкий договор на год с чуть меньшей ценой. То есть в любой момент или мы, или владелец может разорвать контракт, у нас нет привязки к времени, а залог нам в любом случае вернут. Обычно, арендуя квартиру на местных сервисах, вам нужно будет платить и арендную плату, и чинш, и коммуналку, и залог, и оказионайм еще делать. У нас же только арендная плата с залогом, и при этом супер выгодная цена для Варшавы. Да, квартира может выглядеть просто, без супер ремонта, но красивые виды с окна, солнечная сторона, метро в 10 минутах, продуктовый буквально через дом, и 2 комнаты это компенсирует. Находимся мы в районе Урсынов, который считается одним из лучших для жизни в Варшаве. За счет насыщенности инфраструктуры для детей, большим количеством парков, адекватными ценами и большой долей синей ветки метро. Для меня лично метро это в целом плюс жизни в Варшаве. Если во Вроцлаве я час ехала в центр, то тут это полчаса. Ну и я лично не любитель шума и толп людей, поэтому редко выезжаю за пределы района. Плюс совсем рядом находится очень красивый лес, по которому мы часто летом ездили на велосипедах, и уютная зона отдыха в нем. Если смотреть по последним рейтингам, то районами с самыми счастливыми жителями считаются вот эти районы. Не буду перечислять, ибо это долго. Я их прописала как раз начиная с самой высокой оценки рейтинга к более низкой. Еще ниже оценка у районов Ремберту, Таргувек, Урсус и Прага-Пулнац. Вот последний считается одним из самых опасных районов в Варшаве из-за мрачной репутации в прошлом и большого количества заброшек. Но на самом деле ситуация здесь улучшается, и не так все очевидно с ярлыком «лучший». Для каждого человека это что-то свое. Например, Вилянов больше про элитность, Урсынов подходит для спокойной жизни, а Шрюдмешче для тех, кто любит быть в центре событий. Кстати, напишите в комментариях, с какого вы района и чем он вам нравится или не нравится. И в целом, было бы вам интересно смотреть от меня видео про отдельные районы. В плане цен на аренду жилья Варшава, конечно, самый дорогой город Польши. Вот самые дорогие районы. Вот самые доступные. Показываю вам средние цены на аренду квартир в Варшаве, но понятно, что рынок постоянно меняется и нужно самому мониторить варианты на сайтах по типу Отодом. Советую начать поиск жилья заранее, идеально за месяца 3 до переезда, если это Airbnb. Так у вас будет больше времени на выбор, а цены, скорее всего, будут ниже, чем при поиске в последний момент. Но с местными сервисами работает по-другому. Тут нужно мониторить варианты и как только подходящий появится, ехать смотреть. Также держите примерную разницу в ценах на аренду в Варшаве в сравнении с другими польскими городами. Ну и если говорить про покупку жилья, то в Варшаве это кажется чем-то нереальным. Даже с хорошей средней зарплатой на свою квартиру копить нужно лет 10, если не 20 и больше. Первое, что можно подумать про Варшаву, ну там, наверное, шумно. Это да, но не везде. Я вот спокойно себе живу в Урсынове, и тут по ощущениям очень спокойно. Так что, конечно, атмосфера зависит от района, у каждого она разная. И немаловажный факт, примерно 25% Варшавы – это зеленые зоны. Маленькие парки, парки побольше и даже леса. Вот вы это знали? Я буквально недавно услышала. Поэтому здесь точно есть где погулять, куда сходить на пикник, пробежку или поездить на велосипеде. Из своих любимых таких мест могу отметить Кабацкий лес с уютной зоной отдыха. Правда, бассейн нам совсем там не понравился, он глубокий и холодный даже летом. Виляновский парк с красивейшей территорией. Вообще он платный, но по четвергам обычно нет. Скорышевский парк Подеревского, куда мы часто ездили на пикник. И, конечно, Королевские лазенки со всеми его гранями.
Также в самом центре есть Саксонский сад, в других районах Поле Мукотовский, Кен-Попутоцка, Белянский лес и так далее. Да и у нас перед окнами строят новый красивый парк, приятный бонус, о котором при заселении мы даже не подозревали. В плане качества воздуха Варшава не лучший город, но и не худший. Вместе с Вроцлавом и Лодзью она входит в список средних по загрязнению польских городов. Подробнее про проблемы грязного воздуха и способы их решений снимала отдельное видео. Обязательно посмотрите, если здоровье для вас важно. В целом, Варшава считается безопасным городом, но, как и везде, тут есть районы с более высоким и более низким уровнем преступности. Да и по типам преступлений районы можно располагать в разном порядке. Например, логично, что в Śródmieście больше карманных краж за счет туристических мест, а в Воле больше краж со взломов. Но ситуация может меняться в зависимости даже от части района. Мне, в принципе, везде в Варшаве, где я была, было спокойно. Буквально пару слов про возможности, потому что я знаю, что вам это интересно, но без пустой информации, так как личного опыта работы в Польше у меня нет. Я работаю на себя, а муж удаленно на международную IT-компанию. Средняя зарплата брутто в Варшаве выше, чем в других городах, примерно на 10-20%. Больше всего платят программистам, менеджерам высшего звена, актерам, сценаристам, ортодонтам, стоматологам, врачам, финансистам и юристам. Не могу не отметить, что многие международные компании имеют свои офисы в Варшаве. Собственно, прогуляйтесь разок по офисному центру города и убедитесь сами. Вакансии есть, и их можно изучить на куче сайтов. Pracuj.pl, Praca.pl, Jobs.pl. Для международных вакансий можно изучать Indeed. Есть еще много групп в Facebook, посвященных поиску работы в Варшаве, так как эта площадка тут супер популярна. И LinkedIn. Мужу регулярно приходят оттуда неплохие предложения, хотя он работу менять не планирует. Будет здорово также, если поделитесь личным опытом в комментариях, где вы тут работаете и устраивает ли вас зарплата. Переходим к инфраструктуре. Общественный транспорт тут в целом удобный, есть автобусы, трамваи и метро с 2 ветками. Расписание можно посмотреть в приложении или на сайте Ягдояда. Обычный билет на 20 минут стоит 3,4 злотых, на 75 минут 4,4, на 97. Есть также однодневные билеты на 3 дня, выходные и групповой. Льготные варианты стоят в 2 раза меньше. Билеты можно покупать в билетоматах на остановках или в приложениях на телефоне, а активировать уже в транспорте. А чтобы сэкономить, можно купить проездной в Мобивава, если нужно прям часто ездить. В случае безбилетного проезда вам грозит штраф в размере 266 злотых. Также по городу можно перемещаться на региональных электричках. В том же Ягдояде можно купить билеты. ЖД-сеть тоже отлично развита, с Варшавы легко добраться до других городов, сел и в том числе стран Европы. Можно еще передвигаться на автобусах по типу Flixbus, и также в Варшаве есть 2 международных аэропорта – Фредерика Шопена и Модлин. Такси в Варшаве относительно недорогое по сравнению с другими столицами Европы, не считая поездки в ночное время или за город. Средняя цена за километр около 2-3 злотых, плюс фиксированная посадка около 8-10. Выгоднее всего использовать Bolt или Uber. Что меня особенно радует в Варшаве, так это велоинфраструктура. Тут супер легко арендовать велосипед через Ветурила. Стоит копейки, первые 20 минут бесплатные, есть куча станций. Единственное, у них регулярно бывают приколы, но техподдержка все быстро решает. Так что не стесняйтесь писать им, если снимет лишние деньги или будет глюк с велосипедом. И пару моментов для водителей. Парковка много где платная, стоимость начинается от 4,5 злотых за час. Найти свободное место может быть сложно, особенно в часы пик. Бензин же стоит в среднем 6-7 злотых за литр. Утром и вечером трафик адский, особенно в центре. Ну и ПДД жесткие. Об этом я говорила в обзоре Польши. Супер емкое видео на моем канале, которое рекомендую посмотреть всем, кто живет или планирует жить в Польше. В плане продуктовых и шопинга не буду повторяться, все есть и даже больше, но вот в Бедронке я все чаще разочаровываюсь. Почему у них постоянно дефицит куриного филе и в целом нормального мяса? Загадка. Ну и на рынок мы летом теперь редко ходим. То что-то пропавшее выбираем, то с нас берут больше денег. Надоело. С магазином все проще и стабильнее. И еще хорошая новость. Воду с крана в Варшаве пить можно. Она безопасна и говорят даже, что богата кальцием и магнием. Особенно если говорить про новые дома. В старых может быть хуже по качеству.
но мы еще на всякий фильтруем. Выбор специалистов всех возможных услуг порадует, но что самое классное, то что чуть ли не в каждой сфере можно найти своих людей. Например, на покраску я хожу к украинцам, на маникюр тоже ходила к украинке, но самый интересный опыт у меня был с фотографом и по совместительству подписчицы этого канала. Настя сама написала с предложением съемки, и посмотрев ее работы, я просто не смогла отказаться. Мы быстро все подготовили и сделали 300 обалденных кадров и видео разных форматов, включая съемку с дрона. Это тот случай, когда случился матч во всех смыслах. Настя не только классный фотограф, но и невероятно светлый, открытый человек, с которым супер легко. Даже Андрей на съемке чувствовал себя комфортно, без стресса. Если вы хотите сделать парную, индивидуальную, семейную или свадебную фотосессию, рекомендую обратиться к Насте. Она может даже создать стильный и красивый альбом с вашими фото. Ее страницу вы найдете в описании к этому видео, и понятно, что без бонуса я вас не оставлю. С промокодом Троценко первые 8 человек получат минус 10% на любую фотосессию, кроме свадебной. Так что сделайте себе или близким подарок и запечатлите ценные моменты. Кстати, благодаря Насте я познакомилась с Юлей, которая и сделала мне макияж для фотосессии. А без визажиста никуда, особенно на важные события. Юля, как и Настя, недавно переехала из Украины в Польшу. Она не только профессионально делает макияж, но и может создать для вас стильную прическу или окрашивание волос. И, конечно, делюсь ее контактом внизу под видео. Обязательно сохраняйте и пользуйтесь. С тем же промокодом вы получите 15% скидку на любой макияж, что вдвойне выгодно. С медициной в Варшаве тоже меньше проблем, чем в других городах. Есть достаточно много врачей, которые говорят или хотя бы понимают русский, украинский или английский. В плане языка удобно искать их на «Знанный лекаш» за счет фильтров. И да, в Инстаграм по поиску. Например, стоматологии тут точно много, и это большой плюс. Мы же ходили на чистку зубов по «Знанный лекаш», и это было тоже стоматолог из Украины. Кроме того, я тут нашла вроде бы хорошего гастроэнтеролога, а в Польше с ними как-то туго в целом. Она, правда, полька, но понимает русский и говорит на польско-украинском. Кстати, минус – это цены. Из-за того, что анализы тут стоят нормально так дороже, чем в других городах, мы сдавали их в Лодзи. Да, просто так совпало, что мы планировали ехать в Лодзь для съемок и решили, почему бы и нет, заодно сдадим кровь на анализ. Из необычного опыта у меня еще был сеанс у остеопата. Оказывается, их тут немало в Варшаве. Про медицинскую тему у меня есть 2 хайлайта в Инстаграм, кому интересно, можете глянуть. Чего еще много в Варшаве, так это ивентов, мастер-классов, нетворкинга и других активностей. Их опять же легко найти в Инстаграм, поэтому тут правда сложно заскучать. Хочешь, иди порисуй, хочешь, запишись на вокал, хочешь, найди друзей и так далее. Мы так с Андреем один раз ходили на мастер-класс по керамике и слепили 4 прикольных тарелки, которые еще, кстати, ждем. Я сама тут успела уже познакомиться с разными людьми, правда, через закрытое сообщество, но как же ценно, что здесь живет столько людей с общими стремлениями и ценностями. Есть еще приложение Locals, которое помогает находить крутые места и интересные события в разных городах. Вы можете делиться своими рекомендациями или смотреть, что предлагают другие. А в Threads можно довольно легко найти нужных людей для общения или сотрудничества. Тут я тоже буквально на днях зарегистрировалась и пытаюсь понять, что тут к чему. Если говорить про инфраструктуру для детей, то она тут хорошая. Здесь есть много польских и международных школ, а для детей из Украины предлагают дополнительные занятия польского и помощь в адаптации к новой культуре. Также есть много детских садов с высокими оценками, безопасных и качественных игровых площадок и самых разных кружков. Куда же пойти и что посмотреть в Варшаве? В центре вы в целом можете прогуляться по району с высотками, обойти вокруг Дворца науки и культуры и подняться на его смотровую за 25 злотых. Потом пойти пешком или подъехать к старому городу, там уже идти куда глаза глядят. Мои любимые места в старом городе — это Замковая площадь, Рыночная площадь и смотровая на Вислу, на которой обычно собирается почему-то мало людей. Из необычных мест я бы выделила Центр науки Коперника, интерактивный музей, где можно изучать науку через опыт и эксперименты, и неважно, какого вы возраста. Торговый центр электровни по Вишле, аутентичное место со своей атмосферой, тут можно пошопиться и перекусить на фудкорте с неоновыми вывесками. Прага Канизер, еще один необычный ТЦ с кампусом Гугла и интересными выставками. Только электровня была построена на месте бывшей электростанции, а Канизер на месте водочного завода. Также в Варшаве есть Хала Гвардии и Хала Кашики, 2 исторических рынка с элементами ретро-вайба и индустриализма. Чтобы бесплатно изучить Варшаву, вы можете послушать музыку Шопена,
на специальных лавочках, если они, конечно, будут работать, подняться на крышу библиотеки Варшавского университета с ботаническим садом и еще одной смотровой, прогуляться по набережной Вислы, исследовать около сотни муралов, раскиданных по всему городу, посмотреть шоу мультимедийных фонтанов, если летом, и обойти десятки музеев в их бесплатные дни. Это может быть музей Шопена, неона, пейнтбола, аптеки, современного искусства, Королевский замок и не только. Вот Королевский замок мне понравился за счет аудиогида. Заведение есть также на любой вкус. Из польской кухни мы посетили гостиниц и запецек. Правда, вроцлавская пирогарня на рынке мне понравилась сильно больше. По грузинской кухне я прям влюбилась в ресторан Little Georgia. Самые вкусные суши мы ели Мама Суши, причем это доставка. А по кофейням заценила пока пару вариантов, но мне не понравились. Про Варшаву поговорили, теперь немного об окрестностях. Всего в паре остановок на поезде от города находится глэмпинг с уютными круглыми домиками в стиле планет. Там мы с Андреем отметили мой день рождения, это был один из его подарков, и сняли видео, которое выйдет ближе к весне. Место не самое дешевое, но для пары дней отдыха без машины отлично подходит. В 50 километрах от Варшавы есть малоизвестный Жерардов, уютный постиндустриальный город с текстильной фабрикой, тишиной и природой. Мы сняли о нем отдельное видео, можете посмотреть. Из больших городов в округе мы успели посетить Лодзь и Люблин. Лодзь, конечно, удивил своими контрастами и при этом современными пространствами. Больше всего мне запомнилась мануфактура, еще один ТЦ, прошедший ревитализацию. Как ни странно, кладбище с красивой архитектурой, пассаж Розы с трогательной историей и район Фузия с немного пугающим актовым залом. На главной улице Лодзи мы еще вкусно, хоть и недешево, поели в польском ресторане и жили там в соседнем доме на чердаке. Без контекста забавно звучит, однако. Было жарко, тесно, но хоть тут недорого. А Люблин — это любовь, чего стоит один только этнографический музей села, где все сделано с такой любовью и вниманием к деталям, что невозможно не почувствовать ностальгию. Вы можете гулять по улицам села, заходить в каждый дом, общаться с милыми овечками, лошадками и петухами и буквально прикоснуться к прошлому Люблинского региона. Старый город тоже обязателен к посещению, каждая улица здесь рассказывает свою историю, а парки дарят уют и спокойствие. Это далеко не все города и поселения в окрестностях Варшавы, которые стоят внимания. Будем с вами вместе изучать новые места, но уже сейчас пару идей для поездок я вам накинула. Ну а теперь кратко пройдемся по плюсам и минусам жизни в Варшаве. Плюсов насобиралось немало. Во-первых, тут нет проблем с предложением чего-либо, будь то врачи, интересные места или заведения. Во-вторых, здесь кипит жизнь, и прям чувствуется вот эта энергия столицы. События, концерты, выставки проходят чуть ли не каждый день. В-третьих, большое количество парков и зеленых зон, где можно отдохнуть душой. И что радует, на окраинах жизнь течет размеренно и спокойно. Есть метро, транспорт ходит по графику, а ездить на велосипеде – одно удовольствие. Хотя в некоторых местах с велодорожками прям беда. Ну и, конечно, аэропорт под рукой, что удобно для путешествий. Также стоит отметить большое комьюнити наших, которое помогает с адаптацией, и массу возможностей для развития личного бренда, карьеры или бизнеса. Плюс зарплаты в Варшаве выше, чем в других городах Польши. Теперь о минусах. Главный – это, конечно, высокие цены на аренду и покупку жилья. Шум в центральных районах, особенно в вечернее время и в выходные, что может забирать кучу энергии. Очевидный минус для больших городов – пробки, а долгие поездки на транспорте неизбежны, если вам нужно ехать туда, куда метро не доходит. То есть Варшава – это идеальный город для тех, кто любит ритм большого города, ищет возможности для развития и готов к активности. Здесь точно найдется чем заняться, где работать и как отдыхать. Но если вы мечтаете о полной тишине, спокойствии и низких расходах, то, возможно, столица покажется сложным местом для жизни. Я лично не сразу ее полюбила, так как мне по душе жизнь где-то в лесу, но это не особо практично, да и чувствую себя тут я очень хорошо. А как Варшава вам? Напишите в комментариях, были ли вы уже здесь или только планируете переезд. Будет ценно узнать про ваш личный опыт. А мы увидимся совсем скоро, в следующем видео. Пока!